30 августа сирийская армия в очередной раз атаковала авиационное училище на юге Алеппо. В предыдущие разы бойцам удавалось войти в училище, но закрепиться они там не могли. На этот раз все было иначе. При поддержке ВКС России и сирийской артиллерии правительственные войска ночью молниеносно атаковали училище и прилегающие к нему строения. Боевики дрогнули и отошли в артиллерийскую академию. Всего за ночь было захвачено более 10 зданий. С попутной БМП мы выдвигаемся на передовую. Дорога в училище все так же простреливается снайперами и крупнокалиберными пулеметами из района Амрия. Поэтому этот короткий участок механик-водитель проскакивает на максимальной скорости. И вот, наконец, первое здание, которое контролируют сирийцы. Отсюда, как на ладони, просматривается правый фланг обороны боевиков. Справа располагается район 1070, который также был атакован террористами в начале августа. Беспокоящая стрельба не замолкает ни на минуту. Врагу нельзя дать поднять голову и подтянуть резервы. Уже этой ночью боевики пытались вернуть утраченные позиции, но были встречены шквальным огнем и с большими потерями им пришлось отойти. По территории училища пока нельзя передвигаться пешком, поэтому мы снова садимся в БМП и выдвигаемся в сторону авиационного училища. Террористы в Твиттере утверждают, что оно находится под их контролем, однако реальность выглядит совсем иначе. Раньше в этих кабинетах на макетах изучали устройство авиационных боеприпасов. Сейчас же бывшие курсанты в реальной боевой обстановке доказывают свое превосходство над противником. В окрестностях этого здания сирийцы сбросили более 15 авиационных бомб. Но несмотря на это, здание выстояло и сейчас является опорным пунктом правительственной армии. Внутри солдаты заняли круговую оборону, используя для баррикад стулья и парты. По окнам постоянно работают снайпера противника, поэтому сирийцы стараются не высовываться. Попутно, через оптические прицелы, солдаты выискивают снайперские точки боевиков. До артиллерийской академии не более 400 метров. Одна видна как на ладони. Но сирийцы не спешат идти в лобовую атаку. При отступлении боевики Джабхат ан-Нусра бросили зенитную установку ЗУ-23 и миномет. Однако сейчас мы не можем их оттуда забрать, потому что в тот угол постоянно работает снайпер. На стенах террористы оставили сотни надписей, из которых можно понять, какие группировки находились здесь. Руководство и планирование операции осуществляла международная террористическая организация Джабхат ан-Нусра. Остальные группировки так называемой оппозиции всего лишь выполняли указания джихадистов. А здесь террористы написали свою конечную цель – построение исламского государства, основанного на нормах шариата. Но училище ВВС не последнее здание, в котором располагаются сирийские военные. Между ним и артиллерийской академией ряд зданий занят палестинским ополчением Аль-Кудс. Оставляя наших коллег, мы выдвигаемся вперед в сопровождении юного бойца. Небольшое здание удерживает 15 отчаянных парней. Это последнее здание, в котором находятся сирийские войска. Здание впереди – это нейтральная зона. Следующий рубеж обороны боевиков – артиллерийская академия. В этой стороне есть 3 высоких здания. Боевики засели там и постоянно обстреливают нас оттуда. А слева и справа стоят наши ребята. Долго на передовой находиться нельзя. В любой момент террористы могут пойти в атаку. И мы оставляем этих отчаянных парней и направляемся назад. Обратная дорога не обходится без происшествий. На середине пути нашу БМП касательно задел выстрел из СПГ-9. Но, к счастью, ракета не сработала, и мы смогли спокойно вернуться на базу.